Подавляющее большинство сущностей, имена которых звучат в современных эзотерических учениях, принадлежит эпохам, которые лишь кажутся нам далекими. Это переосмысленные мифологические образы, хорошо знакомые фигуры, упакованные в удобные для нынешнего восприятия концепции. Но стоит лишь заглянуть за плотные покровы поздних религий и ритуальных систем, как взору открывается нечто совершенно иное. Время, когда страх был не метафорой, а осязаемой реальностью, и у этой реальности было имя. Древние шумеры не занимались отвлеченной классификацией этих духов. Они скрупулезно документировали их присутствие, ибо сосуществовали с ними в одном мире, на одной земле. Это были не абстрактные понятия, а реальные силы, способные вселиться в тело человека, сокрушить его рассудок или медленно и мучительно отнять жизнь, не оставив видимых следов. Защитные молитвы высекались на камне не ради эзотерических практик призыва, а ради элементарного выживания. Но даже самые мощные обереги не всегда давали гарантию спасения. Предметом нашего исследования станут именно эти, почти стертые из памяти веков духи существа, чья история уходит в глубины времен, предшествующих появлению любого известного демона, и чья истинная опасность до сих пор остается недооцененной. Ведь когда магия как дисциплина только зарождалась, пытаясь нащупать законы невидимого мира, эти сущности уже правили им с незапамятных времен. Среди многообразия духовных явлений выделяется один особый класс, упоминания о котором настойчиво повторяются на древних шумерских глиняных табличках, и каждое такое упоминание пронизано тоном глубокой тревоги и предостережения. Их именуют Утуку, и они представляли собой нечто неизмеримо большее, чем просто бесплотные тени на периферии человеческого бытия. Это были силы, обладающие четкой структурой, сложной иерархией и зловещим намерением. В редких случаях они могли выступать в роли защитников, но гораздо чаще они являли собой нечто куда более пугающее – самостоятельные, автономные сгустки чистейшего концентрированного страдания. Их происхождение не было связано ни с небесными сферами, ни с подземными мирами. Согласно текстам, многие Утуку рождались непосредственно из коллективного эмоционального хаоса человечества, из неутоленной боли, всепоглощающей ненависти и животного страха целых городов и народов. По мере того, как чаша человеческой жестокости переполнялась, в этом мрачном энергетическом осадке, оставленном людьми, нечто аморфное начало обретать контуры и форму. С течением времени оно кристаллизовалось, уплотнялось. В конце концов, оно обрело собственное сознание. И когда это случилось, оно не забыло о своем рождении. Оно помнило все. Древние предания утверждают, что эти духи кристаллизовались внутри так называемых эгрегоров, могущественных мыслеформ, питаемых самыми экстремальными проявлениями человеческой натуры, кровопролитными войнами, массовыми убийствами, порабощением целых народов, муками голода и жестокими ритуальными практиками. Чем интенсивнее и масштабнее было страдание, тем более четкие и определенные очертания приобретала рождающаяся сущность. Именно так в грозных рядах Утуку со временем появились различные специализации и роли, каждая из которых несла свою уникальную угрозу. Одни из них избирали своей целью конкретного человека, другие же, подобно неуловимой дымке, окутывали целые земли, вплетаясь в саму ткань местности, в память поколений и в историю древних родов. Старинные обряды таили в себе знания, полное могущества и риска.
Тот, кто постигал истинное вибрационное имя Духа, обретал над ним полную власть. Это не было простой метафорой или условностью. Имя представляло собой не просто слово, а своего рода энергетический ключ, уникальную сигнатуру, дающую доступ к самой сути существа, к его фундаментальной структуре. Этим и объясняется поверье, распространенное во многих культурах, согласно которому самые могущественные сущности тщательно оберегали тайну своих подлинных имен. Ведь раскрыть свое имя означало добровольно вручить власть над собой в чужие руки и стать уязвимым. Древние заклинания давали Утуку меткое определение – те, что пленяют человека, и это в точности описывало их суть. Их методы были далеки от грубой физической силы, а их оружием было незримое влияние. Они действовали не снаружи, а изнутри, незаметно просачиваясь в сознание, привязываясь к потоку мыслей, к привычным действиям, к глубинным побуждениям. Они словно обвивали разум, постепенно искажая его и направляя личность по пути саморазрушения. И самым ужасающим аспектом этого вторжения было то, что подавляющее большинство одержимых даже не догадывались о происходящем. Происхождение Утуку, согласно преданиям, было различным. Одни являлись неупокоенными душами тех, кто был похоронен без должных обрядов или предан забвению. Такие духи несли с собой вспышки неконтролируемой ярости, помутнение рассудка и телесные недуги. Другие же, упоминаемые в аккадских источниках, представали в устрашающих гибридных обличиях, с телами быков, крыльями орлов и человеческими лицами. Изначально они могли быть защитниками, но, утратив равновесие, превращались в безжалостных карателей, и их опека оборачивалась жестоким наказанием. Среди них особо выделялся своей зловещей репутацией Алу, одинокий дух, что действовал под покровом ночной тишины, и его атаки были направлены почти всегда на шею. Параллели с вампирскими мифами очевидны, но дело тут не в клыках или жажде крови, а в самом способе нападения. Удар наносился спящему, беззащитному человеку, а пищей служила его уязвимость, пока сам хищник оставался в тени. Отдельные источники повествуют о семье Утуку, которые были изгнаны в безлюдные земли. Считалось, что они были отпрысками древнейших божеств, порождениями неудачного акта творения. Их пристанищем стали руины, заброшенные гробницы и глубокие пещеры, где они скрывались, будучи чистыми стихийными силами деструкции. Каждый из этой семерки имел свою специализацию, нанося удары по конкретным частям человеческого тела – горлу, груди, голове или конечностям. Их атаки отличались пугающей точностью, почти медицинской методичностью. Причиняемое ими страдание не было беспорядочным. Оно подчинялось зловещей и продуманной системе. По мере обретения мощи они претерпевали метаморфозу. То, что зарождалось как нечто бесплотное и эфемерное, со временем могло эволюционировать в физическую форму. Их проявления начинались с малого. Необъяснимое перемещение предметов, тревожащие звуки, голоса, лишенные всякого человеческого тембра. Затем наступала стадия огня. Синее пламя, вырывающееся из их голов, единственный светящийся глаз и когти, острые, словно лезвия бритвы. Однако они лишь в редких случаях являли свой истинный облик. Утуку испытывали отвращение к тому, чтобы их видели такими, какими они были на самом деле. По этой причине они прибегали к созданию ложных оболочек, масок и проекций, заимствуя личины у усопших или черпая образы из глубин коллективного бессознательного. Они были готовы на все, лишь бы сокрыть свою природу за чем-то, что внушает первобытный ужас.
Достигнув определенного могущества, они больше не нуждались в физическом проявлении. Их деятельность становилась опосредованной, они действовали через людей, влияя на их решения, питаясь разногласиями и разжигая конфликты. Чем больше ненависти и страха они порождали в мире, тем обильнее становилась их пища. И когда подобная динамика сохранялась достаточно долго, дух продолжал свой рост, выходя на новый уровень. Существуют предания, утверждающие, что наиболее развитые утуку заключали сделки не с чародеями, а с правителями, предлагая безграничную власть в обмен на плотность. Целые общественные системы выстраивались вокруг страдания, голода и отчаяния. И это было не случайностью, а продуманным и холодным замыслом. Мир и покой не являются для этих сущностей благодатной почвой. Они процветают на ранах, которым никогда не суждено зажить. Некоторые источники даже утверждают, что они начали создавать тела, которые были не рождены, а сконструированы. Искусственные создания, питаемые похищенной энергией, использовались для сбора еще большего ее количества. Настоящие машины боли. Технологии, наполненные искаженным светом, чье предназначение заключалось не в помощи, а в извлечении, доминировании и обладании. Другие свидетельства описывают, как они распространялись по цивилизациям подобно чуме, развращая саму ткань жизни, превращая человеческие души в топливо для своего существования и порабощая целые общества идеологиями, которые превозносили насилие, разделение и распад. И когда они завершали свое дело в одном мире, они переходили к следующему, неумолимо искажая и поглощая все на своем пути. Среди всех духов, которых страшились шумеры, один выделяется не своим обликом, а полным его отсутствием. У него не было ни лица, ни тела, ни ясного намерения. Он просто существовал, и как только он проникал в чью-то жизнь, становилось слишком поздно. Имя ему было Эйдиму, и рожден он был из одного из древнейших табу в истории человечества – невозможности предать земле мертвых. Представление об Эдиму расходится с привычным нам образом призрака. Это была не полупрозрачная парящая фигура и не дух, гремящий цепями в фамильном замке. Сущность Эдиму заключалась в ином. Это было ощутимое отсутствие, пустота, обретшая движение и волю, сила, которая вторгалась туда, где ей быть не положено. Возникновение подобной сущности было связано с нарушением священного порядка. Если человек покидал мир живых без соблюдения должных погребальных ритуалов, если его тело не было предано земле, а душа не получила прощальных напутствий, происходил некий фундаментальный сбой. Этот разрыв в ткани бытия пагубно сказывался не только на судьбе усопшего. Он порождал нечто новое, чужеродное. Поначалу его присутствие оставалось незамеченным. Признаки были тонкими и неочевидными. Нарастающая апатия, хроническая бессонница, эмоциональная нестабильность. Однако со временем симптомы усугублялись, перерастая в лихорадочные состояния, зрительные и слуховые галлюцинации, иррациональные поступки. К тому моменту, когда окружающие начинали догадываться о природе происходящего, Эдиму уже полностью овладевал своей жертвой. Его метод не имел ничего общего с драматическим вселением, которое показывают в фильмах ужасов. Он действовал безмолвно и постепенно. Словно невидимый паразит, он цеплялся за сознание человека, извлекая силу из его негативных эмоций и многократно их усиливая. Тоску, гнев, отчаяние. Со временем он был способен довести человека до полного душевного и физического истощения, ни разу не выдав своего присутствия явным образом. Что делало эту сущность еще более грозной, так это ее поразительная мобильность. Эдиму не был привязан к одному носителю.
Он обладал способностью перемещаться от одного человека к другому, из одного помещения в другое и даже передаваться через поколения, словно наследственная болезнь. Существовали предания о целых семьях, которые несли на себе эту темную метку, будучи проклятыми из-за одного предка, чья душа так и не нашла покоя, не была оплакана и не обрела освобождения. Сам дух уже не помнил своей прошлой жизни и своего имени. В его искаженном сознании сохранилась лишь одна всепоглощающая эмоция – вечный голод. Древние шумеры предпринимали попытки отогнать это зло с помощью ритуальных трапез. Это были щедрые пиршества, цель которых заключалась не в том, чтобы почтить память мертвых, а в том, чтобы откупиться от них, убедить их уйти. Иногда подобные меры приносили результат. В других же случаях Эдиму оставался не из злого умысла, а потому, что его природа была настолько искажена, что он попросту забыл, как можно покинуть мир живых. Древние глиняные таблички описывают одну повторяющуюся деталь. Эдиму проникает в мир людей через трещины, через разломы, достаточно широкие, чтобы он мог сквозь них просочиться. Однако речь шла не о физических изъянах в стенах домов. Этими брешами были раны в человеческой душе, тревожные сны, навязчивые мысли, незаживающее горе. Именно они служили для него вратами, и, оказавшись внутри, он не бросался в атаку. Он затаивался, наблюдал и медленно, но верно брал контроль в свои руки. В более эзотерических текстах Эдиму характеризуется как своего рода астральный паразит, оппортунистическая сущность, которую притягивает сама атмосфера скорби и страха. Его привлекали места, где люди подавляли свое горе, где душевную боль предпочитали прятать поглубже, а не исцелять. Такие дома становились для него идеальным пристанищем. И если кто-то пытался оказать сопротивление его влиянию, дух не вступал в открытую борьбу. Он просто выжидал, зная, что момент уязвимости непременно наступит. Отдельные предания повествуют о дальнейшей судьбе Эдиму, который со временем претерпел трансформацию, объединившись с множеством иных духов. Так возникли сущности, лишенные определенной формы, но обладающие голосами, вкрадчивым шепотом, безошибочно знающим, какие слова подобрать. Их целью было не завладеть телом, но мягко направить, оказать влияние, искусить и в конечном итоге подвести человека к краю пропасти или даже столкнуть в нее. С этой точки зрения Эдиму не являлся воплощением возмездия или кары. Его природа была иной, он был последствием, признаком, своего рода откликом на забвение. Способ его существования отличался пугающей незамысловатостью – находиться вблизи живущих и забирать все то, что оставалось без должной опеки и внимания. Его коренное отличие от прочих духов заключалось в полном отсутствии стремления к справедливости или восстановлению баланса. Понятия вины и невиновности были для него пустым звуком. Источником его силы служило само присутствие, обращенное на него внимание, жизненная энергия, любой эмоциональный всплеск, к которому удавалось присосаться. И чем глубже становились трещины в обществе, чем больше предавалось забвению усопших, чем тяжелее давил груз умалчиваемых трагедий, тем могущественнее делалась эта сущность. И в противоположность демоническим силам его не требовалось вызывать специальными ритуалами. Он уже был здесь. В пантеоне созданий, будораживших воображение жителей древней Месопотамии, существовало одно, которое невозможно было списать на простую метафору. У этой сущности имелось имя, конкретная цель и жажда, несравнимая ни с одним иным духом того мира, неутолимый голод, заставлявший ее поглощать жизнь в самом ее зародыше. Имя ей было Ламашту. В
В противоположность иным шумерским духам, Ламашту не являлась порождением человеческого разлада или неверно направленного потока энергии. Она представала как абсолютно цельная, независимая, мыслящая и оттого особенно пугающая в своей реальности сущность. Она не присягала на верность ни одному из богов. Она не следовала вселенским законам. Она руководствовалась исключительно собственной волей, и именно это наделяло ее такой леденящей душу мощью, с которой мало что могло сравниться. Служители культов не могли задобрить ее подношениями, поскольку она не входила в установленный божественный пантеон. Она представляла собой нечто, находящееся за его пределами. Древние клинописные тексты рисуют ее облик: туловище женщины, голова львицы, конечности хищной птицы и пальцы, увенчанные длинными когтями. На многих дошедших до нас изображениях она запечатлена в момент похищения новорожденного, прямо от материнской груди, и двигало ей не стремление наказать, а исключительно первобытное чувство голода. Источником существования для Ламашту служили самые сокровенные узы, знакомые человечеству, неразрывная связь матери и дитя. Ее действия не были проявлением бессмысленного хаоса. У нее имелась ясная миссия, определенная задача – пресечь жизнь еще до того, как та успеет расцвести. Она охотилась на беременных, терзала женщин в родах, делала ядовитым материнское молоко, доводила матерей до помешательства, не оставляя при этом никаких видимых улик. Лишь опустевшую колыбель и звенящую тишину, которая уже никогда не покидала осиротевший дом. В этом контексте параллель с Молохом становится неотвратимой. Молох – сущность, которую общественное сознание прочно связало с приношением детей в жертву огню, в наши дни зачастую рассматривается лишь как ритуал, пугающий обряд далекого прошлого. Однако те, кто погружается в изучение глубже, понимают, что Молох представляет собой нечто большее, чем просто церемонию. Он является той силой, что стоит за ней, той волей, что требует пламени, и той сущностью, что питается этим подношением. Ламашту, в отличие от него, не нуждается в вашем согласии. Она не ожидает формального обряда, где Молох требует четко структурированной жертвы. Ламашту просто приходит и забирает свое, однако оба они черпают силу из одной и той же раны человеческого бытия, самого первобытного из всех ужасов, преднамеренной гибели невинного. Существует мнение, что именно Ламашту послужила тем концептуальным зерном, из которого впоследствии выросли такие фигуры, как Молох. Согласно этой теории, то, что некогда было блуждающим духовным хищником, со временем было институционализировано, обожествлено и превращено в полноценное божество. Ритуальные барабаны, алтари и жертвенные печи – все это атрибуты, появившиеся значительно позже. Но голод, тот самый изначальный голод, уже существовал. В магических практиках Месопотамии с Ламашту не вступали в прямое противостояние. Это считалось невозможным. Единственным методом защиты от нее было воззвание к иной силе – Хузу, демону юго-западного ветра. Один этот факт красноречиво свидетельствует о ее статусе. Даже в мире духов никто не желал противостоять ей лицом к лицу. С ней не сражались, ее лишь стремились отвести в сторону. Ламашту не была ни обманщицей, ни соблазнительницей. Она не искушала и не вводила в заблуждение. Она не нашептывала вам на ухо предложения и не вступала в торг за вашу душу. Ее природа была проста и прямолинейна. Она являлась, разверзла свою пасть и безраздельно владела тем, за чем пришла. Отголоски ее образа не исчезли бесследно. Их по-прежнему можно обнаружить в более позднем фольклоре.
в образах ведьм, похищающих младенцев, в теневых фигурах, преследующих беременных женщин, в ночных демонах, что кружат над колыбелями. Имена со временем менялись, но сама модель поведения оставалась неизменной. Есть нечто глубоко тревожное в представлении о том, что смерть не является окончательным финалом, что даже после последнего выдоха продолжают существовать правила, которым необходимо следовать, и наказания, ожидающие тех, кто посмел их нарушить. Именно из этого экзистенциального страха родились галу. Они не принадлежали к числу тех духов, которых можно было призвать или с которыми можно было договориться. Их целью не было искушение или мучительство. Они существовали лишь с одной единственной задачей – забрать то, что по праву принадлежит подземному миру. И если для этого требовалось пересечь границу нашего мира, чтобы утащить вас за собой, они делали это без колебаний. В представлениях шумеров загробный мир не сулил ни райских кущ, ни адских мук. Он представлял собой иное измерение – холодное, сумрачное пространство, подчиненное незыблемым законам, которые были старше самих божеств. Однако для поддержания этого миропорядка требовались свои исполнители. Именно эту роль и исполняли галу. Они являлись по душе тех, кто пытался уклониться от предначертанного ему рока. Подлинный ужас, который они внушали, исходил не столько от их мощи или предназначения, сколько от ауры неотвратимости, сопровождавшей их. Они не были подобны хищникам, выслеживающим добычу. Скорее, их движение напоминало ход самого времени. Неспешное, безмолвное и абсолютно несокрушимое. Мифы хранят предания о жрецах, что пытались укрыть души усопших с помощью ритуальных заклятий, о скорбящих семьях, которые взывали к богам с мольбой оградить их близкого, покинувшего мир слишком рано. Но чаще всего эти молитвы оставались тщетными, ибо галу подчинялись не людям и, по большому счету, даже не пантеону богов. Они служили вселенскому равновесию, а равновесие – это сила, с которой невозможно договориться. Люди страшились их не только за их сущность, но и за тот принцип, который они олицетворяли, за пугающую мысль о том, что даже душа не обладает подлинной свободой, что некая высшая сила ведет строгий учет деяний, и если за кем-то числится долг, будь то кровавый или предначертанный судьбой, за ним непременно придут, чтобы взыскать его, и его найдут, в каком бы уголке мироздания он ни укрылся. Существу по имени Асак не нужна предыстория для того, чтобы вызывать трепет. Не нужно верить в мифы или демонов, чтобы ощутить то, что он собой воплощает. Каждая культура, от древнейшей до современной, знакома с этим первобытным страхом, с тем мгновением, когда сам воздух в легких кажется ядом, когда телесное тепло сменяется испепеляющим жаром, а жизнь утекает сквозь пальцы без видимой причины. Этот страх и есть Асак. Согласно мифологии, он не был рожден подобно другим созданиям. Он явился из самого пекла, из лихорадочного хаоса, что разрушает плоть изнутри. Его присутствие считалось настолько противоестественным и пагубным, что по преданиям от него закипала вода в реках. И эта деталь, как ни странно, ощущается глубоко правдивой, пусть и не в буквальном, а в метафорическом смысле. Всякий, кто пережил эпидемию, знает это гнетущее чувство. Вода перестает быть источником жизни, воздух становится врагом, а сам мир кажется отравленным и враждебным. Асак стал живым воплощением этого гнетущего чувства. Он никогда не странствовал в одиночестве. Его сопровождала целая армия каменных демонов, созданий, высеченных из горной породы и оживленных той же ядовитой эссенцией, что переполняло его самого. Предания гласят, что сама земля увядала под его поступью. Гибель наступала не от меча или пламени,
а от одного лишь тлетворного влияния, от простого прикосновения, от самого факта его разлагающего присутствия. Древние манускрипты не изобилуют его подробными описаниями. В этом и не было нужды. Они повествовали о нем иносказательно, шепотом произнося его имя и ссылаясь на ритуалы, способные лишь удержать его на расстоянии, но никогда не уничтожить. Ведь как можно умертвить саму стихию? Каким образом одолеть то, что изначально лишено жизни в привычном нам понимании? В конечном счете Асак представлял собой не столько существо, сколько явление, наделенное собственной волей. У него отсутствовали какие-либо замыслы или цели. Им не двигала жажда мести. Он просто существовал. И его появление открывало людям древнюю и жестокую истину об этом мире. У болезни нет ни совести, ни предназначения, ни капли милосердия. Она ничего не желает, но при этом отнимает абсолютно все. Далеко не все духи заявляют о своем существовании через откровенный ужас. Некоторые из них проявляют поразительное терпение. Они преследуют не пронзительными криками, а одним лишь своим незримым присутствием. Имена Рабису никогда не упоминаются в ритуалах напрямую. Их описывают через те ощущения, которые они вызывают в человеке. Чувство, что за тобой наблюдают, даже в полном одиночестве, что нечто затаилось на самой границе твоего зрения, ожидая не чтобы убить, а чтобы медленно истощить твой дух. Они находят себе пристанище в трещинах и разломах, причем не только в архитектурных сооружениях, но и в самом человеческом сознании. Древние шумеры прекрасно осознавали, что подлинный страх зарождается задолго до того, как происходит само событие, что разум, затопленный волнами неопределенности, сам превращается в свою самую надежную темницу. Духи Рабису питаются именно этим эмоциональным напряжением ожидания, ментальной усталостью от постоянной готовности к угрозе, которая так никогда и не материализуется полностью. Было известно, что эти сущности предпочитают углы комнат, пространство за дверями и пороги, зыбкую границу между безопасностью и внешним миром. В символическом смысле именно это они и олицетворяют по сей день – пороги нашего восприятия. Рабису являются воплощением неразрешенного глубинного страха, тех сил, которым невозможно противостоять напрямую, поскольку само их существование недоказуемо, но которые, тем не менее, неумолимо формируют наше поведение. Их истинная угроза заключается не в одержимости, а в медленной коррозии, в постепенном разрушении доверия к собственным чувствам. Как только эта опора исчезает, человеку уже не нужен демон, чтобы сокрушить его жизнь. Он сделает это сам по одной тревожной мысли за раз. Сущность, известная как Аллу, не укладывается в привычное понятие монстра. Ее нельзя назвать и присутствием в классическом понимании этого слова. Скорее, это та пустота, что остается после того, как всякое присутствие исчезает. У нее нет ни облика, ни глаз, ни голоса. Есть лишь всепоглощающая тяжесть чего-то абсолютно чужеродного, что давит на грудь в те моменты, когда человек лишен возможности кричать, двигаться или даже пробудиться от кошмара. Это описание отнюдь не поэтическая метафора. Свидетельства о нем зафиксированы на древних каменных табличках, сохранены в устных преданиях и находят свое отражение в отчетах современных неврологических лабораторий. В наши дни это явление именуют сонным параличом. Однако тысячелетия назад древние шумеры уже разрабатывали инструкции по защите от этого состояния. Они, по-видимому, осознавали то, что современная наука зачастую обходит стороной. Некоторые человеческие переживания выходят далеко за рамки простых биологических сбоев в организме.
Действие Алу не ограничивается одним лишь физическим оцепенением. Оно лишает человека его воли, его субъектности, превращая собственное тело в непроницаемую темницу. В мировоззрении древних это делало его куда более грозной силой, нежели духи, несущие мор или смерть. Последние, по крайней мере, оставляли жертве ее человеческое достоинство. Алу же погружает человека в состояние полного сознания и ясного понимания происходящего, делая его при этом абсолютно беспомощным. Символическое значение этого явления уходит в самые глубины человеческого подсознания. Алу олицетворяет первобытный страх стать невидимым для самого себя, продолжать существовать, но не быть никем увиденным, услышанным или даже признанным в качестве живого существа. Это своего рода духовный хищник, который находит свою обитель в промежутках между мыслями, в те мгновения, когда человек теряет уверенность в реальности только что пережитого опыта, или, что еще страшнее, подозревает, что этот опыт все еще продолжается. С точки зрения эзотерических учений, Алу представляет собой воплощение пустотного сознания, некое антисущество. Его цель – не причинение боли в привычном понимании. Он стремится заставить человека пережить то же, что испытывает он сам – состояние формы без содержания, движение без цели и самосознание без точки опоры. В этом заключается его проклятие, которое он передает другим, словно заразу. Задолго до того, как мифологический образ Лилит был окончательно сформирован и закреплен в религиозных доктринах, задолго до того, как ее имя стало синонимом проклятия, по ночам в древней Месопотамии безмолвно скользили две тени. Это были духи Лилу и Лилиту, мужское и женское начало, воплощение ночных кошмаров и запретных фантазий, подлинные вампиры, похищающие душу под покровом темноты. Они не нуждались в приглашении и не стучали в двери, их путем были человеческие сновидения. Лилу, мужской дух, являлся женщинам, принося с собой лихорадочное дыхание, пробуждая в них эротические видения, которые оставляли после себя лишь смятение и мучительную тоску. Лилиту, его женская ипостась, считавшаяся куда более пугающей, приходила во снах к мужчинам, прекрасная, необузданная и абсолютно недостижимая. Ее методы никогда не включали грубую силу. Она действовала через согласие или, по крайней мере, через искусно созданную видимость этого согласия. И когда человек пробуждался после такой встречи, он обнаруживал пропажу. Похищена была не кровь, а сама жизненная энергия, сила воли, ясность мысли и внутренний стержень. Их суть заключалась не в карающей функции. Они являлись сущностями, обнажающими скрытое, духами соблазна и обжигающей правды. Опасность их исходила не столько от их вожделения, сколько от того, что это вожделение вскрывало в человеке, о том, что само желание таит в себе угрозу, что наслаждение способно приводить к разрушению, а близость может стать порталом не к слиянию душ, а к полному их распаду. Древние магические ритуалы были направлены на то, чтобы дать им имена, сковать их и запечатать за символами, начертанными на глиняных табличках. Однако эти усилия чаще всего оказывались тщетными, поскольку истинной средой обитания Лилу и Лилиту был нематериальный мир. Их домом была человеческая психика, те затаенные уголки души, которые мы стремимся скрыть, непризнанная тоска, носимый втайне стыд и тот внутренний голод, которому мы не можем найти объяснение. Лилиту в особенности воплощала в себе ту сокровенную мощь, которая внушала ужас устоявшимся религиозным институтам. Она была воплощением женского начала, свободного от всяких оков. У нее не было ни мужа, ни ребенка, ни Бога, стоящего над ней.
Ее сущность не подчинялась никому и ничему, даже той мифологической системе, что ее породила. Это превращало ее из простого духа в настоящую угрозу, в живое напоминание о том, что женственность способна существовать вне рамок послушания, созидания и контроля. Именно по этой причине ее образ со временем трансформировался в фигуру Лилит, демонической царицы пустыни и первой жены Адама, которая дерзнула возразить и уйти в изгнание. Но даже в обличье Лилит она сохраняла сущностное родство с Лилиту. Ее природа была не столько злобной, сколько запретной, не чудовищной, а дикой и неукротимой. Она стала символом теневой стороны сексуальности, той, что служит не продолжению рода и чистоте, а свободе, риску, опьянению и даже смерти. В этом и заключается та глубинная правда, которую решаются озвучить лишь единицы. История Лилит – это повествование не столько о мятеже, сколько о личном суверенитете, о той высокой цене, которую приходится за него платить, и о неизбежной реакции социума, карающего всякого, кто смеет на него претендовать. Таким образом, Лилу и Лилиту служат вечным напоминанием, что ночь – это не только время для кошмаров, но и пространство, заполненное зеркалами. Одни из них отражают наши самые потаенные страхи, другие же являют нам нашу подлинную сущность, когда на нас никто не смотрит, никто не осуждает, и когда маска социальной приемлемости наконец сброшена. Именно эта способность отражать сокрытое и дарует им бессмертие. Пожалуй, самое пугающее в этих древних сущностях заключается не в их предполагаемой опасности, а в том, насколько узнаваемыми они остаются для нас. Ведь если быть до конца честными, человечество так и не сумело изгнать их по-настоящему, мы лишь подобрали для них новые имена. То, что шумеры некогда именовали Утуку, современный мир определяет как психологическую травму. То, что они знали как Алу, мы объясняем феноменом сонного паралича. А тот ужас, что они вкладывали в образ Лилу, мы замаскировали под понятиями одержимости, зависимости или той всепоглощающей любовной боли, что оставляет после себя лишь выжженную пустыню. Эти сущности никогда не покидали нас. Они эволюционировали параллельно с человечеством. А возможно, они и вовсе никогда не были чем-то отдельным от нас. Быть может, эти духи бы не просто древние создания, что таятся в забытых руинах прошлого. Вероятно, они представляют собой фрагменты нашей собственной психологии, отколовшиеся, подавленные части сознания, которые облеклись в мифологические образы, чтобы мы могли придать форму тому, что не в силах понять рационально. В каждой культуре мира можно найти их следы. Это наблюдатели из тени, ментальные паразиты, искусители, действующие под покровом темноты. Речь идет о сущностях, которым не требуется физическая оболочка человека, им нужна его воля, его внимание, его жизненная энергия. Они не преследуют цель убить. Их задача, бада, заставить человека сомневаться в себе до тех пор, пока он окончательно не забудет, кем являлся на самом деле. Именно в этом и кроется подлинная угроза. Она не в мистическом проклятии или драматической одержимости, а в медленной и незаметной эрозии смысла, в добровольном отказе от власти над собой, в том переломном моменте, когда человек больше не способен различить, где заканчивается его собственное «я» и где начинается их влияние. Эти духи могут быть древнее самих демонов, но они преподносят нам куда более глубокий урок. Зло далеко не всегда заявляет о себе громогласным рыком. Иногда оно говорит шепотом, порой обольщает, а временами просто терпеливо выжидает момента, когда вы отвернетесь, чтобы занять ваше место.
И как только это происходит, ему больше нет нужды вас преследовать, ведь оно уже поселилось внутри.